Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку «Подписаться», нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте колокольчик, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много интересного, познавательного, захватывающего. Завтра, друзья, и знакомые, посмотрев это видео, дадут вам обратную связь, что их удивило, что их порадовало, какой инсайт они получили. Тема сегодняшнего видео – как понять, чего я хочу. Это видео войдет в плейлист март месяц, и оно будет помогать вам еще раз концентрироваться на своих целях и постараться не терять из виду тот оптимизм, который был у вас в планировании. Чаще всего что происходит? Вы в январе поставили планы на 3 месяца вперед, приступили к реализации своих планов, что-то у вас получилось, большинство задач затянулось, вы где-то застряли в каких-то процессах, делаете вроде все правильного, результат нет, который вы ожидали, вы начинаете приунывать, вы начинаете как бы грустить, и часто вас начинает посещать вопрос, как понять, чего я хочу, правильно я поставил или правильно ли я поставила свои цели, насколько мне эти цели сейчас нужны. Со всеми этими состояниями я постараюсь вам объяснить, как можно разобраться, как вернуть этот оптимизм, который был в планировании. Первое, у нас впереди еще второй, третий и четвертый квартал. В следующих кварталах вы можете те задачи, которые вы не успели завершить в первом квартале, легко их завершить во втором, третьем и четвертом квартале. Вы при реализации своих задач получаете свой необходимый опыт, вы получаете умение взаимодействовать с своими друзьями, знакомыми. Это, кстати, очень новый опыт. Вы умеете бороться уже со своим внутренним саботажником, потому что внутри вас есть тоже противоречивые убеждения. Иногда эти противоречивые убеждения и сомнения вылазят наружу, с ними тоже нужно уметь договориться. И в таком противоречии существует наша жизнь, и мы эти противоречия должны понимать, прорабатывать сквозь призму своих жизненных интересов. И я сейчас вас немножко постараюсь вернуть. Что такое колесо жизненного баланса Long Swim? Миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к вашему профессиональному и личному долголетию. Поэтому, когда вы не понимаете, чего вы хотите, обращайтесь к миссии колеса жизненного баланса. Есть желание и ваше стремление жить долго профессионально, жить долго в личном плане. И если эта миссия не вызывает у вас противоречий, тогда можете уже приступить ко второму шагу, чтобы разобраться с пониманием, чего вы хотите. Если вы присутствуете в состоянии 0,4, 8 из 10 поставленных планов у вас, скорее всего, срок завершаться не будут. Это результат вашего не очень качественного планирования. На начальном этапе это нормальное явление. Наоборот, это позволяет вам приобрести опыт, избавиться от каких-то иллюзий, избавиться от понимания того, что вы планируете, как правило, исходя из того, что внешняя окружающая среда будет идеально благоприятна к вашим планам. Люди в состоянии 4-8, они понимают, что какие-то внешние факторы будут оказывать очень сильное влияние на результат, и проще этот проект перенести на следующий месяц или на следующий квартал. Если вы уже разобрались с своими приоритетами и понимаете, что вот этот проект или это действие нужно завершить в этом месяце, вы можете на решение этого проекта, если вы в состоянии 0,4, вы будете тратить свои силы, бросать туда свое время. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вы будете больше привлекать внешних подрядчиков, знакомых, друзей, знакомых, экспертов, для того, чтобы ситуации
с проектом, почему он не завершается вовремя или почему я не вижу достижения своих целей. Все-таки чужое мнение, оно взгляд со стороны безэмоционального переживания, состояние 0,4, это вас переполняют эмоциональные переживания, и вы не можете со своими чувствами разобраться, потому что чувств эмоциональных переживаний много, а для того, чтобы разобраться, чего вы хотите, вам нужно в первую очередь владеть инструментами структурирования того, что вы хотели раньше и что вы хотите сейчас. И поэтому, взвесив два состояния, чего вы хотели раньше и чего вы хотите сейчас, вы можете найти и общие моменты, чего-то вы перестали хотеть очень сильно, ну вот пропало желание, такое тоже бывает. В этом нет ничего такого грандиозного или сверхоригинального. Ну вот раньше вы это очень хотели, сейчас вы просто перехотели. Для состояния 0,4 это нормальное явление. В состоянии 4,8 люди, как правило, реально понимают, что какие-то ресурсы не были задействованы, была задействована какая-то старая технология, новая технология решает эту задачу намного интереснее. К этому инструментарию нужно уже перейти на все 100%, от старой технологии отказаться. Люди в состоянии 8-10, они, как правило, уже на этапе планирования понимают, что то, чего я хочу, оно требует более серьезной подготовки, оно требует того, чтобы на реализацию этой цели было заложено больше времени. То есть даже если мы этот проект будем делать очень медленно, он не будет нас разочаровывать. Поэтому, когда вы начинаете анализировать, чего вы хотите, или вы пришли к состоянию такому, что вы не понимаете, чего вы хотите, в первую очередь нужно разобраться со своим состоянием. В нашем плейлисте есть отдельное видео, как проанализировать свое колесо жизненного баланса, как проверить свое состояние. Для тех, кто смотрит это видео первый раз, свое состояние можно легко проверить, ответив на вопрос, хочу ли я своей историей успеха поделиться, нахожусь ли я в состоянии 8-10. Если вы не можете на этот вопрос утвердительно ответить, скорее всего, вы находитесь в состоянии 4-8. Задайте второй вопрос, нахожусь ли я в состоянии 4-8, много ли у меня действий поставлены у меня в каждой сфере колеса жизненного баланса, какие-то свои легко достижимые или труднодостижимые планы, есть ли у меня долгосрочные планы, есть ли у меня краткосрочные планы. Вот это вот все состояние 4-8. То есть у вас планы есть, процент реализации планов не очень большой, но вы уже четко можете ответить себе на вопрос, чего вы хотите, чего вы ожидаете в каждой сфере. И это ориентир для окружающих, помогать вам в этом проекте, помогать вам в этой сфере или наоборот не участвовать, потому что ваша задача, особенно вот в сфере здоровья и спорта, достичь именно каких-то личных достижений, чтобы ваше тело, ваше здоровье было в более высоком состоянии. И состояние 0,4, в нем находятся по статистике большинство ваших друзей и знакомых. Очень много эмоций, очень много переживаний. От эмоций очень тяжело перейти к делу. В отношениях с любимым человеком вы находитесь в состоянии эмоциональных качелей. То страстно люблю, то люто ненавижу. Те, кто изучает колесо жизненного баланса, они к состоянию 0,4 относятся как к стартовой ступеньке, с той ступеньки, с которой начинаются все изменения. Поэтому вопрос, чего я хочу, часто возникает в состоянии 0,4. Если мы понимаем, что состояние 0,4 это временное состояние, ну вот вам необходимо с этими эмоциями справиться, пережить. Ну, в конце концов, в этом состоянии тоже нужно побыть, чтобы понять, что это состояние уже некомфортное для вас. Давайте сквозь призму колеса жизненного баланса эти состояния рассмотрим, чтобы вы ответили на себе в каждой сфере, как понять, чего я хочу. Сфера яркость жизни, основная миссия сферы яркой жизни, баланс между работать и отдыхать, и вам нужно понять, как я хочу работать и как я хочу отдыхать.
Начнем с последнего вопроса. Как понять, как я хочу отдыхать? Берете, пишите список, как вы отдыхали раньше, что вам нравилось, не нравилось, как вы отдохнули сейчас. Это может быть отдых за день, это может быть отдых за неделю. Это может быть какой-то вариант отдыха, который был в текущем месяце. И вы напротив каждого варианта отдыха пишите, что вам не понравилось. Когда вы понимаете, что вам не понравилось, можете перейти к следующему списку. Как бы я хотел или хотела отдыхать, пишите свои пожелания. Это может быть пожелание в виде формы зависти. Можете назвать список, мой список зависти, как я хочу отдыхать, как отдыхают другие, как я не могу себе позволить. Это все равно будет определенный список. И вы сквозь призму этого списка поймете, что у вас есть, в принципе, все базовые возможности для того отдыха, чтобы вы наполнились энергией. То есть мы отдыхаем для того, чтобы мы наполнились энергией, чтобы нам этой энергии хватило для реализации собственных планов. Второй ответ, который вы в сфере яркости жизни можете проработать, какие источники силы я могу использовать, где я хорошо отдыхаю, в каком месте я заряжаюсь энергией намного лучше, намного качественнее, какие места меня перезагружают. И следующий шаг, это присущий для состояния 8-10. Вы сами становитесь источником вдохновения для других людей, источником силы, и вы должны себе понять, что вот это состояние, которое вы достигли 8-10, это действительно то состояние, которое вы искренне хотели. Испытываете вы удовольствие, когда находитесь в этом состоянии, какие жизненные принципы у вас были нарушены, как это состояние условно разрушает вашу жизнь или наоборот, для вас это состояние совершенно новое состояние 8-10, когда вы переполнены энергией, и вы еще не адаптировались к этому состоянию, и вам нужно просчитать, сколько времени вам нужно адаптироваться, чтобы привыкнуть к своему состоянию 8-10. Я вам задал наводящие вопросы в сфере яркости жизни, как понять, чего я хочу. По этому вопросу выпустим отдельное подробное видео уже для продвинутых пользователей. И я плавно перехожу к сфере духовный рост и творчество, как понять, чего я хочу. Такое состояние возникает примерно один раз в полгода. Мы рекомендуем все-таки идти на опережение и пробовать анализировать свое состояние, чего вы хотите, подтверждать свои жизненные ценности примерно один раз в квартал. Какое здесь основное преимущество? Вы на ранних этапах понимаете свое маленькое неудовлетворение, что вы хотели, что вас раздражает, что вас напрягает, что вас волнует. Вот эти вот ответы на эти вопросы дают вам какое-то понимание, какую-то конкретику, что вас не устраивает в ваших жизненных принципах. Чаще всего, если вы находитесь в состоянии 0,4, это влияние вашего близкого окружения, родственников, друзей, знакомых. Если вы находитесь в состоянии 4-8, эти признаки сигнализируют о том, что вам пора переходить на более высокие состояния, то есть состояние 8-10, и переход из состояния 4-8 в состояние 8-10, он всегда связан с активным задействованием сферы личностный рост, когда вы через наставничество и именно через практическую передачу своего опыта понимаете, в чем вы сильны, в чем вы хотите себя подтянуть, и это косвенные ответы на вопрос, чего же вы как бы хотите. Хотите вы быть наставником, либо вы хотите быть тем человеком, который просто сконцентрирован на реализации своих планов. Наставничество дает вам внутреннее вдохновение, это один из внутренних источников энергии. Если вы понимаете, что для достижения ваших планов вам вашей энергетики хватает, наставничество используйте по минимуму. Если вы чувствуете, что вы нуждаетесь в вдохновении, тогда наставничеству уделяйте больше времени, потому что переход в состояние 8-10 вы для реализации своих планов не тратите собственные ресурсы, вы задействуете ресурсы окружающих.
Следующая сфера — карьера и бизнес. Как здесь возникает состояние, как понять, чего я хочу, то есть это состояние сомнений. В карьере всегда возникает состояние сомнений, если, допустим, ваша сфера находится в динамическом развитии, среди ваших коллег уже есть ваши друзья, товарищи, опять же, повторюсь, коллеги, которые пошли на карьерный рост. Для вас это состояние мучительных сомнений, переходить вам из одной компании в другую. Я рекомендую вам использовать частичную занятость, когда вы попробовали, если вы медик, вы поработали в одной клинике, параллельно работаете в другой клинике, это дает вам возможность получить достоверную информацию, как оно в реальности происходит. И самый лучший выход из этой ситуации — перейти к созданию собственного бизнеса, потому что создание или просчет собственного бизнеса даже на бумаге дает вам возможность понять, что в собственном бизнесе все-таки присутствуют очень большие риски на начальном этапе, и вам важно просто понять, какие благоприятные условия вам для развития бизнеса нужны. И самое главное, если вы развиваете собственный бизнес, ваша задача — найти тех единомышленников, которые такие же оптимистичные товарищи, как и вы. Это люди, находящие в состоянии 4-8, потому что люди в состоянии 4-8 будут постоянно тянуть вас как бы вверх, вы будете легко развиваться. Следующая сфера, в которой мы рассматриваем вопрос, как понять, чего я хочу, это сфера деньги. Сфера денег, она для многих очень понятная, потому что измеряемые параметры денег, они обладают хорошей визуализацией, много денег, больше возможностей. Но здесь нужно не забывать, что когда сумма накопленных денег приближается уже к критической, вам нужно переходить к следующей фазе, то есть это рекламировать себя, свою экспертизу, свои товары, свои услуги. Это дает самый быстрый возврат денег. Если вы чувствуете, что накопленные деньги уже представляют как бы для вас значительную сумму, вы можете попробовать инвестировать свои деньги. И здесь нужно понять, чего вы хотите. Какие способы приумножения денег являются для вас приемлемыми, какие варианты являются для вас неприемлемыми, поэтому у вас есть два вектора приумножения своих активов, своего имущества, своих денег. Есть проекты, в которых у вас хороший финансовый результат, вы вложили деньги, получили деньги со всеми дивидендами, но этот способ не приносит вам удовлетворения, кажется вам скучный, неинтересный, по факту дает результат, все должно быть в балансе. Есть результат. Если вы хотите процесс приумножения денег, который вам нравится как процесс, то есть это какой-то красивый бизнес, модный бизнес, бизнес, который есть у ваших друзей и знакомых, пожалуйста, можете разделить сумму для инвестирования на две части. При таком распределении инвестиций вы обязательно выиграете. У вас будет часть денег вложена в тот бизнес, который кажется вам понятный, модный, красивый и эффективный. То есть ваше эмоциональное удовлетворение будет достаточно, в том числе эстетическое, будет достаточно сильным, а деньги, которые вам вернутся из проектов простых, суровых, будут просто выполнять свою функцию при умножении денег. Обо всем этом вы можете в теории разобраться со всеми экспертами, которые есть на этом рынке. Пожалуйста, в видео напишите, каких экспертов по личному эффективному развитию или по личной эффективности вы можете рекомендовать. Для нас эта информация будет полезной. И сейчас мы рассмотрим, как понять, чего я хочу в сфере личностного роста. Здесь есть два ответа на следующие вопросы. Я хочу больше получать знания, или я нуждаюсь в том, что я хочу свои знания передавать своим коллегам или другим незнакомым людям. Если вы сферу своего личностного роста развиваете регулярно, у вас будет баланс между получением знаний, чтобы вы находились в фокусе вашего профессионального развития, что творится в отрасли, какие есть тренды,
либо вы участвуете уже в качестве преподавателя, когда вы уже имеете возможность прогнозировать, что будет в вашей отрасли, или передать свой сконцентрированный опыт применительно какой-то конкретной специализации, либо отрасли. Все наши видео построены по принципу разобраться в себе. Почему? Потому что большинство планов, которые мы ставим в колесе жизненного баланса, поскольку очень много, 2/3 людей находятся в состоянии 0,4, 4,8, это ваши планы не афишируются для окружающих. Есть очень маленькая прослойка людей, их там 2-3%, которые находятся в состоянии 8-10. Они могут смело озвучивать свои жизненные планы. Озвученные планы позволяют в проект привлекать лучших специалистов, самых идейных поклонников реализации какого-то жизненного принципа. Поэтому и наше видео построено по следующему принципу. Вы, посмотрев наше видео, никому не озвучивая, можете разобраться, какой инструментарий для вас будет полезным, какой инструментарий нужно подождать, когда теоретическая часть будет более подготовленная, когда там конкуренты это возьмут на вооружение, когда уже появятся какие-то более подробные описания, как работает эта технология. Мы все это как бы понимаем и приглашаем вас к внутреннему диалогу самим собой, чтобы вы разбирались, чего вы хотите в этой жизни. Нам очень интересно, через какие сомнения вы проходите, нам очень интересно, какие инсайты у вас возникают, поэтому о всех своих инсайтах, каких-то вот озарениях пишите в комментариях к этому видео, мы будем вам за это очень сильно признательны. Следующая сфера, в которой возникает вопрос, он возникает достаточно редко, примерно там 1 раз в год, это сфера здоровья и спорт. Как понять, чего я хочу. 1 раз в 5-10 лет, пожалуйста, задавайте этот вопрос с точки зрения попытки погружения в другой параллельный вид спорта. Мы погружаемся в новый вид спорта для того, чтобы найти новых единомышленников, для того, чтобы получить более разностороннее развитие, потому что наше участие в новой спортивной дисциплине означает то, что мы стараемся, вот как в колесе жизненного баланса, гармонично развиваться в разных сферах. Это попытка попробовать себя не в теории, а именно в какой-то практической деятельности. Для этого нужно смотреть, кто из вашего ближайшего окружения, какими видами спорта занимается, где больше вовлеченность, и самое главное, где есть хороший подготовленный тренер. Как в сфере здоровья и спорта понять, чего я хочу? Первый момент, нужно понять, каких результатов вы хотите добиться. И второй момент, он более рутинный, часто возникает, может быть, 1 раз в месяц, может быть, 1 раз в 3 месяца. Что мне нравится в моих тренировках, что мне не нравится в тренировках. Это может быть удовольствие от своих собственных результатов, это удовольствие от своего прогресса, это понимание того, что вы хотите им заниматься чаще или готовы переключиться на другой вид спорта. Еще раз обращаю внимание, что самая главная задача, когда вы пытаетесь разобраться с вопросом, это собрать всю полноту информации, которую вы ощущаете. Второй этап – это нужно посоветоваться с экспертами, и, получив уже обратную связь от экспертов, вы уже принимаете решение, как ваши сомнения повлияли на ваши поставленные задачи, потому что мы в каждой сфере поставили задачу, и эти задачи хотим выполнять. Сомнения – это такой вот элемент, который присутствует в нашей жизни. Наша задача уметь эти сомнения всегда применять во благо достижению своих собственных целей. Колесо жизненного баланса – это всегда про достижение собственных целей. Планируете цели, сомневаетесь, но достигаете их, это состояние 0,4. Планируете, легко достигаете, получаете больше удовольствия состояния 4,8, состояние 8,10. Ваша жизнь для вас понятна, предсказуема, вы просто наслаждаетесь этой жизнью во всех ее противоречивых проявлениях. Следующая сфера – это сфера друзья и окружение. Сфера друзья и окружение – это тот момент, когда
Здесь важнее понять, что хотят от вас окружающие, и потом на фоне информации, чего хотят от вас окружающих, вы можете понять, чего я хочу. Вот такой сложный вопрос, давайте разберем подробнее. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вы уже можете четко ответить на вопрос, каких результатов вы хотите достичь в каждой сфере. При следовании к этим достижениям вы можете испытывать состояние сомнения, утомления, неудовлетворенности от процесса и от результата. Это все временное состояние. Вот в сфере друзья и окружения вы должны больше обращать внимание, что хотят окружающие от вас. Они хотят с вами совместно что-то сделать, они хотят, чтобы вы за них что-то сделали, либо они хотят просто разобраться в себе. И здесь, в последнем случае, имея уже хорошую теоретическую подготовку, если вы смотрите наши видео регулярно, если вы практикуете колесо жизненного баланса, примерно через год вы начинаете понимать, что вы уже, имея даже такую небольшую теоретическую и хорошую практическую подготовку, вы можете людям оказывать посильную помощь. Мы видим в сфере друзья и окружение следующую основную пользу от колеса жизненного баланса. Вы можете людям помочь разобраться с их желаниями и с их целями, которые они хотят достичь, которые, те цели, которые для них являются привлекательными, интересными. Ваша задача рассказать, какими инструментами можно пользоваться. Вы можете рассказать, какие инструменты помогли вам в достижении ваших целей. То есть вы выступаете в роли небольшого наставника. И именно вот это вот наставничество дает вам возможность оказать людям реальную пользу, потому что мы исходим из того, что ваше окружение, оно больше старается с вами взаимодействовать, потому что в вас видит гораздо больше потенциал. Если вы находитесь в состоянии 0,4, вас вслепую используют. Если вы находитесь в состоянии 4,8, вы понимаете, что вы участвуете в жизни других людей, помогаете, вы это делаете, исходя из собственных жизненных утверждений. А люди в состоянии 8-10, они умеют вокруг себя людей объединить под разными идеями. Плавно переходим к сфере отношения и семья. Отношения и семья мы рассматриваем всегда в последнюю очередь, потому что когда у вас структурированы уже все остальные 7 сфер колеса жизненного баланса, вы уже в семье и отношениях меньше делаете ошибок. Люди, находящиеся в состоянии 0,4, они все изменения и ближайшую поддержку ищут от своего любимого человека. Если вы оба находитесь в состоянии 0,4, вы такой поддержки можете от любимого человека не получить, потому что ни вы, ни ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина не могут разобраться, чего вы хотите, какую цель вы искренне ставите, потому что цель, которую вы хотите, нужно озвучивать не в виде желания, а в виде определенной конкретики. Вот я хочу построить дом, он примерно выглядит так, а вот такой дом мне не нравится. А вот этот, скорее всего, нравится. Это уже какая-то конкретика, неясная, но любимый человек будет понимать, что такие ваши цели. Они могут быть недостижимые на данном этапе, но со временем, я надеюсь, они будут достижимы. Как в сфере отношений и семья понять, чего я хочу? В жизни двух любящих людей, в жизни любимого человека, любимого мужчины, любимой женщины стыкают такие моменты, что вы эмоционально выгораете, такое очень часто происходит, вы не чувствуете, что отношения вас развивают, вы не чувствуете в отношениях опоры. И здесь колесо жизненного баланса говорит о двух вещах, что у вас нарушен вклад или баланс между что-то отдать в отношения или взять отношения. Если вы чувствуете такие сомнения, разочарования в своем партнере, вы, скорее всего, в это отношение вложили очень мало. Потому что если вы в отношения будете вкладываться со своим партнером, любимым мужчиной или любимой женщиной, любимым человеком, достаточно значительные усилия, а это усилия ваши, вы эти усилия будете ценить. Если вам ваших усилий недостаточно для достижения того результата, который вам нравится, пожалуйста, развивайте совместно сферу личностный рост. Именно совместное участие в каких-то обучениях дает вам понимание
что вы будете пользоваться одинаковыми инструментариями для укрепления отношений, потому что чаще всего в жизни происходит то, что вы укрепляете отношения разными инструментами. Один считает, любимый человек, что эти инструменты неприемлемые, а второй считает, что, допустим, инструмент, который применяет любимый мужчина и любимая женщина, неэффективными. Как бы два разных критериях, но они связаны с тем, что вы недостаточно проработали свою сферу духовного роста и творчества, то есть вы не проработали свои жизненные принципы, потому что в отношениях мы в любимом человеке должны ценить больше те факторы, за которых мы его любим, а не то, что в нем раздражает. Поэтому, когда вы подходите к состоянию, как понять, чего я хочу в сфере отношения и семья, обязательно прорабатывайте совместно с вашим партнером две сферы: личностный рост и духовный рост и творчество. Вот этого сумма теоретических, практических знаний в сфере личностный рост дает вам понимание, каким инструментом вы будете пользоваться, а ваши жизненные принципы из сферы духовного роста и творчества дают вам понимание, какими любимыми занятиями с любимым человеком вы хотите заниматься, а какие вам не приносят удовлетворения или противоречат вашим жизненным принципам. Подводим итоги сегодняшнего видео. Как понять, чего я хочу. Мы затронули эту тему не случайно. Эту тему будем поднимать последний месяц квартала, с тем, чтобы вы понимали, что с любыми состояниями в колесе жизненного баланса разобраться гораздо проще, чем использовать просто инструментарий, пускай от узких специалистов. Наша задача, чтобы вы к своему анализу подошли с разных сторон. Обязательно делитесь своей историей успеха. Обязательно подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте наш канал своим друзьям и знакомым. Просто пересылайте это видео по электронной почте, по социальным сетям. Делайте свой день насыщенным и интересным. У вас все получится. Я в вас верю.